Всем большой привет! Вы снова на канале Немного Личного, и сегодня мы с вами поговорим о самом действенном методе похудения. Впервые об интервальном голодании я узнала еще в 2018 году, тогда эта тема не была такой распространенной, как сейчас. Интервальное голодание – это не диета, это образ жизни. Самая первая схема питания в интервальном голодании – это система 12 на 12. Это когда вы 12 часов кушаете в течение 12 часов днем, и 12 часов у вас промежуток голодания между последним ужином и следующим завтраком снова. Такая схема питания подойдет именно новичкам. Если вы никогда не пробовали в своей жизни интервальное голодание, и вообще слово «голодание» вас приводит в какой-то шок и страх, то попробуйте начать со схемы 12 на 12. Очень многие люди даже интуитивно так питаются. То есть если вы сейчас сядете и посчитаете, сколько у вас есть разрыва между последним приемом пищи и завтраком, в большинстве своем у людей получается выдерживать 12 часов голодания. Это очень здорово, это очень классно, с этого можно начинать, чтобы не травмировать там свою психику и не травмировать свой ЖКТ, например, голодом каким-то неожиданным. Я не знаю просто, как каждый из вас питается, поэтому даю рекомендации такие обобщенные, вот так бы я сказала. Следующая система питания – это 14 на 10. Здесь все по тому же принципу. У вас 10 часов есть пищевого окна, когда вы можете кушать, и 14 часов вы голодаете. Следующая система – это 16 на 8. 16 на 8 есть самая популярная и сейчас самая заезженная система среди зожников, людей, которые занимаются своим телом, людей, которые любят экспериментировать с голоданием. Эта система точно так же работает. Вы 8 часов кушаете, и 16 часов у вас отдых от пищи. Но здесь ключевой момент. 8 часов, так же, как и 12, так же, как и 10, вы не то чтобы кушаете все это время, вы кушаете так же, как вы едите всегда. То есть у вас есть либо завтрак, обед и ужин, либо у вас есть завтрак и ужин. И вот, например, я очень часто практикую 16 на 8, и у меня получается так, что я завтракаю, потом у меня интервал где-то в 4 даже или в 5, иногда в 6 часов, потом я ужинаю, это все идет в окне 8 часов еды. И все, и дальше я 16 часов голодаю. Это несложная схема питания, но если для вас сейчас это звучит все устрашающе, как это 16 часов без еды, то всегда можно начать с малого. Либо с 12 часов голодания, либо с 14 часов голодания. Либо, если вы точно знаете, что у вас все получится, то вы можете сразу начинать с 16-часового голодания. Следующая схема голодания – это 20 на 4. Это когда вы 20 часов ничего не едите, и только лишь 4 часа у вас есть для приема пищи. Эта система не практикуется на ежедневной основе, то есть если 12 на 12, 14 на 10 и 16 на 8 можно практиковать ежедневно, постоянно, то 20 на 4 практикуется только, максимум раз в неделю можно так голодать. Самая распространенная вообще ошибка, это когда я много реально от людей слышала такие истории, типа я на 16 на 8, при этом за эти 8 часов человек съедает булки, пиццы, роллы, Макдональдс, и ест все эти 8 часов, и такой типа, вот уже 7:59, и ты там 8 часов ел, и такой садишься, все, хорошо, я наелся, и пошел на 16-часовое голодание, что в принципе адекватно, потому что за эти 16 часов оно хотя бы все переварится. Это большая ошибка. Кушать нужно в здравом понимании здоровой пищи. То есть вы не должны обжираться булками, пиццами и всем вот этим. У вас должно быть абсолютно нормальное питание, такое же, как и при классическом каком-то похудении. То есть это всегда белки, жиры, углеводы. Это должны быть продукты с низким содержанием гликемического индекса. Я объясню потом, почему это важно. Это, кстати, обычные продукты, которые мы все с вами кушаем. Это овощи, это крупы, это мясо, это птица, это все виды зелени, орехи, бобовые,
Ну, фрукты там нужно почитать, конечно, какие. Есть фрукты, которые, вот ягоды точно можно. Фрукты есть такие, которые с высоким содержанием гликемического индекса, есть более низкие. Тут нужно уже смотреть таблицу. Если хотите, мы можем вывести таблицу с содержанием гликемического индекса в продуктах, и вы можете себе ее заскринить. Есть еще такая система питания, она тоже относится к голоданию, она называется Eat, Stop, Eat. Это когда вы, например, 5 дней в неделю кушаете, как обычный нормальный человек, не считаете там ни калорий, не следите ни за часами, ни за чем, и только там субботу и воскресенье вы кушаете чисто на 500 калорий в день. Что нельзя пить, когда вы голодаете? Очень многие женщины грешат тем, что вот у меня закрылось пищевое окно, прошло 8 часов, как я поела, все типа хорошо, и вот уже пошел отсчет моего голодания, и вечером на какой-то вечеринке барышня решает выпить бокал шампанского. Это категорически нарушает ваше окно голодания, потому что алкоголь содержит в себе калории. Иногда, а в частности, женщины любят пить сладкие напитки, сладкие шампанские, сладкие вина. И все это большая, я бы сказала, очень высокая калорийность, которая, в принципе, разрушает все ваше 16/8. Поэтому у многих женщин, вот я тоже очень часто от людей слышу, вот я на 16/8, у меня не получается похудеть. Не получается похудеть, потому что, возможно, вы допускаете ошибки. Если вы выпиваете, например, вот вы рано утром проснулись, но у вас еще не наступило окно, когда вы можете уже начинать кушать, то есть еще не закончили 16 часов голодания, но вы проснулись, сходили в душ, пришли на кухню и выпили кофе с молоком. Это уже считается едой, это уже есть нарушение системы 16/8, ну либо любой другой системы. Если вы выпиваете утром на голодный желудок протеиновый коктейль или там БЦА, аминокислоты, я не знаю, что угодно, коллаген, это уже нарушает 16/8. Если вы выпиваете витамины, в которых содержится хотя бы 1 калория, это может быть омега-3, это может быть любая другая какая-то витаминная добавка, и это уже есть нарушение вашего окна голодания. Нельзя пить кофе с молоком, кофе с сахаром, чай с молоком. Вода с лимоном – это точно также повышение инсулина в крови, потому что в лимоне содержится фруктоза. Если вы любите натощак выпить водичку с лимоном, то знайте, что это воспринимается нашим организмом как уже какой-то прием пищи, потому что идет выработка инсулина на фруктозу. Это тоже очень важно понимать, поэтому если вы реально хотите озадачиться 16/8 или любой другой системой интервального голодания, то вы должны четко понимать, что здесь нет места никаким нарушениям, иначе все это не имеет никакого смысла. Чтобы не быть, знаете, голословной, ты не врач, ты не имеешь права такое говорить, и бла-бла-бла. Я зачитаю статью. Это научное исследование. По результатам клинических исследований правильное применение голодания ведет к увеличению продолжительности жизни, это первое, повышает когнитивные способности, это второе, и снижает риск широкого спектра заболеваний. Вообще эти схемы питания и интервальное голодание в частности, оно было разработано конкретно для того, чтобы помогать людям с инсулинорезистентностью, потому что чем чаще мы кусочничаем в течение дня, тем чаще у нас скачет инсулин, и потом просто в какой-то момент инсулин перестает давать реакцию на глюкозу в крови, насколько я это правильно понимаю. И вот интервальное голодание, оно способствует тому, чтобы инсулин приходил в норму. Это самое ключевое вообще для диабетиков или людей, у которых преддиабет, или у кого просто повышенный сахар в организме, но это еще не преддиабет. Вот для таких людей интервальное голодание – это спасение, и интервалы между приемами пищи – это спасение. Вот услышьте меня, самое ключевое во всей этой истории, чтобы привести инсулин в порядок, это выдерживать интервалы между приемами пищи. Это хотя бы 3,5 часа, желательно там 4, кто может 5. Интервальное голодание не означает, что вы, знаете, как это часто женщины делают, типа поедят в 12 ночи и потом от 12 ночи считают свои 16 часов голодания. Это ненормально. Вот когда вы едите в 12 ночи, даже если вы съедите там листья салата, ночью организм должен отдыхать, он должен спать, и здесь вы его нагружаете едой, даже если самой легкой, вы ложитесь спать, ваш организм работает, переваривает пищу, это не окей. Лучше всего, чтобы вы ужинали за 3 часа до сна,
сна, и интервальное голодание подстраивайте так, чтобы так и получалось. То есть вот эти все приколы, что я съем в 12 часов ночи Макдональдс, а потом 16 часов поголодаю, это не окей. Так не сработает, так не будет работать. У всего есть свои правила. Если вы хотите, чтобы 16/8 для вас работало классно, либо любая другая система интервального голодания, то вам нужно придерживаться правил. Еще одна вырезка из статьи. Человеческий организм приспособлен к голоданию от 2-5 дней до 2 недель. Это важно понимать, что вы не умрете, с вами ничего страшного не случится. Механизм состоит в том, что при голодании наблюдается падение уровня глюкозы в крови. Это то, о чем я проговорила, про инсулин. Его поддержка в первые часы зависит от запасов гликогена в печени. В печени у нас содержится больше всего запасов гликогена. Гликоген обеспечивает нас энергией, и что дает нам возможность жить без еды какое-то время. 40 дней, насколько я знаю, это максимум. Лучше не экспериментировать. И больше всего гликогена сохраняется именно в печени, которая играет ключевую роль в поддержании уровня глюкозы в течение первых 24 часов голодания. После 24 часов запасы гликогена истощаются, и организм переходит на энергию из хранилищ белка и собственной жировой ткани, так как начинается процесс кетоза. Эта статья за 2022 год. Что можно пить до того, как у вас не открывается пищевое окно? Вода чистая, чай чистый, кофе чистый. Если вы испытываете сильное чувство голода, вам никто не запретит выпить чашку американо без сахара, без молока, без сливок, без сиропов, без ничего. Либо большую чашку просто какого-то черного, либо травяного чая, либо просто вода. Да, вот такая история. И потом, когда у вас начинается опять пищевое окно, здесь важно, чтобы у вас было от 2 до 3 приемов пищи, и чтобы эти приемы пищи были максимально полезными, максимально питательными для ваших клеток, не для вашего там желудка или для того, чтобы вы почувствовали сытость или еще что-то, а для того, чтобы ваши клетки кушали белки, жиры, углеводы, клетчатку, пить достаточное количество воды и выдерживать интервалы между каждым приемом пищи хотя бы в 3,5 часа. То есть вы позавтракали, через 3,5 часа пообедали, а потом надо уже считать, поместится ли у вас куда-то ужин. Попробуйте как-то тут сбалансировать. Я говорю, когда я на 16/8, у меня есть только 2 приема пищи. Вот. И вот сейчас обратите внимание на мои тарелки, которые я ем в интервальное голодание. Это не какая-то там супер, какая-то необычная пища. И это не мировой какой-нибудь зажор. Это адекватная, нормальная еда, которая содержит в себе все необходимые микроэлементы и макроэлементы. Ну, в принципе, и все. То есть примерно ваш рацион должен состоять на 1800. Тут все зависит от вашего роста, веса, от ваших стартовых показателей, но я говорю, что ниже 1800 калорий кушать это в принципе не ок. Если у вас есть хотя бы минимальная физическая активность в течение дня, а она есть у всех, мы делаем уборку, мы жестикулируем во время общения, мы там поднимаемся по лестницам, куда-то идем даже от машины до машины, то есть у вас минимальная активность в течение дня есть все равно, вы ходите в душ, чистите зубы, умываетесь. Если у вас есть дети, то у вас вообще прекрасная активность таскать ребенка на руках, играть с ним и так далее и тому подобное. То есть при хотя бы какой-то физической активности 1800 калорий это нормально, потому что калорий 500 мы расходуем вот как раз на вот это вот все, на разговоры, на жесты, на какую-либо повседневную активность. Поэтому не пренебрегайте, не надо есть 1200, не надо есть 1000 калорий, ешьте нормально и распределите эти, например, 1800 калорий либо на 3, либо на 2 приема пищи, так, чтобы все было всем понятно. Потому что устраивать, например, в 8-часовое окно еды себе пир на весь мир, ни к чему хорошему это не приведет. Для вас система 16/8 в таком случае просто не сработает. Еще одна самая большая ошибка – это на интервальном голодании загнать себя в сильный дефицит веса. Вот. Вы можете закончить отсутствием критических дней, плохим самочувствием, головными болями, истощением организма, тем, что организм начнет съедать себя изнутри. Я говорю сейчас о мышцах. Когда организму недостаточно калорий, недостаточно пищи, недостаточно белков, жиров и углеводов в рационе, он начинает это все брать из нашего организма, из мышц,
из каких-то тканей и всего такого. Визуально мы на себе этого не чувствуем, мы ничего не замечаем, но тело истощается изнутри. Потом у нас плохие анализы, плохие показатели по белку и по 5 и по 10, чтобы вот не было вот таких неприятных ситуаций, потому что 16/8, если им сильно увлечься, либо если даже вы будете углубляться в 20/4, иногда практиковать, либо вы начнете делать eat, stop, eat, или что угодно вы начнете делать, тут очень важно не заиграться, потому что многие девушки начинают кайфовать от того, что у них очень быстро уходит лишний вес, и они такие: я срежу еще калорий, а вот я сейчас... Голодание иногда вводит в кураж. Это я вам 100% говорю. Когда вы прям становитесь таким прохаванным юзером интервального голодания, то вы начинаете входить в кураж. И для вас вот эти вот часы голода, они потом: да мне ок, да мне ок, да я и сейчас ок, да мне и так нормально, кофейку типа выпил, а еще если вы курите, кофе-сигарета заменяет прием пищи. Поэтому очень важно давать себе отчет в своих действиях и не перегибать палку, дабы это не закончилось как-нибудь плачевно для вас. Я обязана об этом предупредить, проговорить. Мне очень часто пишут, что: ой, вы, вот вас посмотрят там какие-то неокрепшие умы и пойдут, станут анорексичками. Я проговариваю все риски изначально, и я считаю, что у каждого человека есть своя голова на плечах, и мы вправе сами контролировать свои принятые решения, контролировать свои действия и так далее и тому подобное. Если ко всему подходить с головой, то никаких перекосов быть не должно. В 16/8 это прекрасная система питания. За 8 часов вы успеваете насытить свой организм, 16 часов вы отдыхаете от еды, и это прекрасно, потому что у вас там запускаются все вот эти очистительные схемы системы, ваш ЖКТ отдыхает. Вы можете себе представить, раньше, когда вот в очень далеком прошлом люди жили, не было такого изобилия продуктов в магазинах, не было столько сладкого, не было столько круассанов, булочек, не было столько выпечки никакой, не было ни чипсов, ни орешков, ничего этого не было. Сейчас кондитерка просто переполнена всевозможными вкусностями, сладким, всем на свете, всего так много, и люди целыми днями едят, то в кафе, то в ресторанах, то кофе с молоком, с каким-то пирожным, то туда, то сюда, и мы за день поглощаем просто невероятное количество пищи и калорий, и нашему организму важно выдержать хотя бы 16 часов для того, чтобы все это переварить и отдохнуть от этого, потому что наш организм мало того, что очень долго переваривает пищу, ему еще потом очень долго нужно отдохнуть от того, как он это все переварил. И вот 16 часов без еды, как по мне, это очень адекватно и очень здорово. Это такой самый адекватный подход, как мне кажется. Мы поговорили о плюсах. Это польза для понижения инсулина, для нормализации глюкозы в крови. Это здорово для того, чтобы ЖКТ отдыхал. Это здорово для похудения. Вот если вы хотите прям очень быстро себя привести в норму, то 16/8 здесь очень круто помогает. Но не расценивать это как диету, соблюдать все правила, о которых я сказала, и принимать это просто как образ жизни. Вот это вот просто ваш ритм, все. Либо если вы улетаете в какой-то отпуск, вы неделю кушали там в Турции, например, и вы возвращаетесь домой, вот здесь имеет смысл сделать один день схему 20/4, когда вы 20 часов поголодаете и 4 часа принимаете пищу. Ну, либо 24 часа голода, но это уже там для слишком таких прохаванных. Но что я хочу сказать? Вы делаете так, вот очень многие люди заблуждаются в том, что вот я голодаю 24 часа, и они голодают это время в течение дня. То есть, типа, поужинала сегодня в 19:00 и завтра в 19:00 аж поела. И вот это переносится тяжелее, потому что у вас задействована большая часть дня, когда вы работаете, когда вам нужна какая-то подпитка там для мозга и все такое. Но если же выбирать систему, там, например, даже 20/4, это проще переносится, когда это впихнуто в ночь. Впихнуто. Когда это входит в ночное время, когда вы спите. То есть, если вы поужинаете в 6 вечера, например, да, и выдержите 20 часов голодания,
то вы не успеете так быстро соскучиться по еде, потому что когда мы просыпаемся, мы еще несколько часов, даже 3-4 часа можем спокойно не испытывать чувство голода. И тогда голод переносится куда проще и легче. Теперь самое важное – это противопоказания к интервальному голоданию существуют. Это беременность, кормление, проблемы с ЖКТ, диабет. Поэтому, если у вас есть какие-то такие вопросы по здоровью, то вам лучше проконсультироваться со своим врачом. Если у вас нет никаких вопросов по здоровью, вы себя чувствуете фантастически прекрасно, и вы ищете новые схемы, подходы. Даже вот еще, кстати, очень классная штука, вот если у вас, например, застопорился вес на одной точке, то 16/8 вам в помощь, потому что это реально офигенная система питания, которая позволяет вам без стресса для организма, без вреда для организма выдерживать эти интервалы абсолютно спокойно. Я знаю, что очень многие диетологи против всевозможных схем голоданий, против интервальных голоданий, больших голоданий. И я, наверное, поддержу эту идею, потому что, как мне кажется, организм настолько умен, что он сам проводит все процессы детоксикации, он сам себя чистит. У нас есть эта печень, та самая прекрасная, которая со всем этим легко справляется, и мы туда не лезем и не лазим. Но есть вещи, которые мне тоже откликаются в системе 16/8, потому что она объективно нормальная, если к ней подходить с головой. То, что это значит? Не урезать калорийность, соблюдать интервалы между приемами пищи и ничего не подъедать в окна голодания, и будет нам всем счастье. Есть одно очень классное приложение для мобильного телефона, оно называется Zero или Zero. Это приложение, сейчас вы увидите на экране, оно придумано специально для интервального голодания. Здесь вы можете выбрать абсолютно любой уровень голодания, который вы хотите, любую схему, то ли 14/10, то ли 12/12, то ли 16/8. Вы можете выбрать любую из них. И здесь классно, что счетчик считает, когда вы только начинаете кушать, вы нажимаете, что вы начали есть, и у вас идет отчет выбранного вами интервала. Я чаще выбираю 16/8, поэтому у меня идет отчет 8 часов моих приемов пищи. А потом, когда я заканчиваю последний прием, я нажимаю «Старт фастинг», и у меня идет отчет моих 16 часов голодания. Это очень удобно, чтобы вы не фиксировали время нигде в заметках, на будильниках или там еще где-либо. Эта программа все считает без вашего участия, вам стоит только зайти и нажать кнопку. Это очень упрощает жизнь, я сама пользуюсь этой программой, и вам рекомендую. Я надеюсь, вам была полезна эта серия. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу этих схем питания или что для чего, то вы можете писать их в комментариях, либо делитесь своим опытом. Но я хочу точно сказать, что 16/8 лично мне несколько раз помогало привести свое тело в норму за очень короткие сроки. То есть буквально там неделя-две, и вы увидите первые результаты. И если вы не будете останавливаться, то вы будете продолжать видеть эти результаты, и я думаю, что они вас будут очень сильно радовать. До новых встреч на канале Немного Личного. Обязательно подписывайтесь, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Немного личного.